Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья, несущие свет. Попробуем его еще понести вместе. Еще дальше. Все-таки какие разные прически у меня появляются от этого виртуального фона. Как будто у меня там что-то с шевелюрой все время. Волосы шевелятся на мне. Модно. Да. Э, Ну что ж, продолжаем нашу тему, связанную с удачей, успехом и воплощением, и с изделиями, которые у нас есть. Это 3 изделия, которые соответствуют этим вот структурам удачи, успеха и воплощения. Это энергия времени, система блага и золотая рыбка. Ну вот, благо у нас, она в 3 видах, даже в 4. Но сейчас мы опять считаем, что у нас их 3. Это благо голд и благо бриллиант. Да? Чем они отличаются друг от друга? Отличаются они масштабами. Масштабом потока благ, с которым человек идет. Ну, у всех он разный. Почему он разный? Ну, каждый как бы имеет необходимость оперировать какими-то вот этими потоками благ, которые кто-то только вот личные, там, зарплата у него, или какой-то маленький бизнес, или там какие-то спонсоры, или еще пенсия, там, ну, неважно, что там, какая-то небольшой объем потока благ. Тогда мы же хотим, чтобы у нас он тоже больше стал. Ну, значит, пропорционально увеличивается вот стоимость этой карточки, поток благ. То есть, ну, как опять же, потенциальная его возможность увеличения. А реальное увеличение идет через деятельность каждого человека. Но благо Gold — это уже масштаб такого малого бизнеса, то есть когда это уже есть некая фирма, может ИП, может быть еще что-то, но связанное уже с другим количеством благ, которые проходят через вот поле событий этого человека. Ну, естественно, благо Brilliant — это уже фирмы крупные, которые там оперируют достаточно большими потоками. Почему это сделано так? Потому что масштаб у каждого, да, то есть как бы свой. И человек решает собственные задачи в этом бизнесе. У одного эти задачи связаны, ну, с локальными какими-то действиями, да, то есть, ну, как бы оперативное управление. Ну, там как бы уже человек не делает какие-то тактические ходы, какие-то стратегические какие-то мышления для фирмы, для всей, да, если он там работает в каком-то там отделе, да, то есть, ну, он локально занят вот какими-то действиями в рамках своей вот этой фирмы. Вот, и поэтому задачу он решает определенного класса. То есть тот, кто решает уже на уровне благо-голд задачи, да, то есть это уже тактические задачи, там, проекты, управление проектами, управление какими-то масштабными достаточно уже событиями. И, соответственно, там структура времени уже немного другая, да, то есть более масштабная. А бриллиант — это уже как бы стратегическое мышление, когда надо выстраивать стратегию работы фирмы, ее масштабирование там, и так далее. Да, то есть, естественно, переход из одного вида деятельности в другой, он требует перехода из одной структуры блага на другую. Если человек собирается строить бизнес достаточно большой, масштабный, но ему надо, соответственно, потихонечку переходить на более масштабные структуры благ. И если человек этого не делает, то он может быть оказаться в ситуации, когда его бизнес, он как бы стагнирует и находится в таком неустойчивом состоянии. То есть вот для того, чтобы можно было начать расширять свою деятельность, в общем-то, эта структура системы благ и сделана. Не просто как бы ты увеличил поле событий, да, оно шагнул, немножко стало больше. Но ведь как же мы же хотим, чтобы у нас как бы все время как бы вот некий рост шел, да, то есть и мы постепенно должны как бы вот тогда со ступеньки на ступеньку тогда шагать, если мы видим, что у нас действительно получается этот рост. Для этого еще вот и ключи сделаны. Почему? Ну, потому что в определенном масштабе мы как бы вышли на какой-то уровень и в нем находимся. Ну, вот карточка, да, то есть расширила нам поле событий, мы выстроили в этом поле событий какие-то события, у нас поток благ прибавился, но это как бы вот была некая переходная зона, и вот мы вышли в определенный уровень отношений. Дальше, если мы хотим
чтобы у нас прибавка была, да, то есть мы должны тогда создавать определенный цикл между входящим и исходящим потоком благ, да, то есть он делается с помощью карточки тоже, но карточка, которая называется ключ. Ключ увеличения мерности потока благ. То есть за счет вот этой положительной обратной связи мы устанавливаем эту положительную обратную связь, и происходит еще прибавка на определенный как бы уровень выхода в этого потока благ. Ну, в описании к этой системе, то есть у нас получается, что благо это не одна карточка, это целая система, это несколько разных карт, тем более, когда мы говорим о благо Gold или благо Brilliant, это наборы карт разных зелий, разных светлиц, а не просто одна карточка какая-то. Поэтому надо рассматривать как бы всю систему в целом, с ней взаимодействовать на разных уровнях, когда мы говорим о структуре блага. Потому что ну, человек карточку приобрел, ну хорошо, если он с ней работает и ее активирует своим вниманием. Да? То есть как бы часто бывает, что где-то в карман положил, да еще в другую одежду, которую не на себе, то есть и предполагает, что вот она так все равно будет работать. Она будет работать, но здесь надо понимать, что если мы хотим, опять же, увеличения масштабов, то надо с ней активно взаимодействовать. И, соответственно, когда человек выходит на уровень Brilliant, то тоже там есть свои собственные ключи, которые тоже можно приобретать и таким образом. Ну вот многие бизнесмены, они, в общем-то говоря, такую штуку делают, положительную обратную связь между тем уровнем потоком благ, которые исходящие и входящие, это называется благотворительность. Да? То есть человек часть ресурса отдает на вот какие-то дела, совершенно не связанные с фирмой. Вроде бы кажется, что ну, отдал куда-то деньги человек. Вот он просто добрый такой, поэтому он хочет, чтобы вот деньги его тоже какую-то пользу приносили. А на самом деле это вполне такой шкурный вопрос решает он. Потому что если он эти деньги вложил в какой-то вот по структуре положительных обратных связей, к нему возвращается это стократ усиленное, потому что это все равно идет к нему в зачет его общей деятельности в поле событий. То есть он фактически расширил поле событий за счет включения в этот поток еще каких-то событий со стороны. Да, и то он куда вкладывает, то есть он может это инвестировать в собственный бизнес, а может в благотворительность вложить эти деньги. Да? То есть можно также вот их еще один из вариантов применения вот вложить в ключи. Поэтому каждый человек рассматривает, куда ему лучше делать вот такие вот инвестиции такого плана. В плане, как бы, чтобы вот его поток не застаивался. Потому что когда мы начинаем зажимать свой исходящий поток, тот, который выходит из нас, да, то есть у нас же есть поток пришел, поток вышел. Мы же, если должны как-то этот ресурс куда-то использовать, а не просто, чтобы у нас накапливался. Если мы начинаем зажимать, ну, как вот там Кощей, который на златом сохнет там и так далее. То есть мы тем самым начинаем зажимать общий поток. Это на самом деле входящие и исходящие, это две части просто одного потока. Поэтому мы не можем как бы вот его полностью как бы вот куда-то только на себя зациклить, и чтобы он только где-то у меня там шло какое-то накопление. Так или иначе, со временем, если эти инвестиции не делать, весь поток начнет схлопываться и обнуляться. Вот. Это как бы вот то, что касается светлицы блага. Поэтому мы говорим о неком масштабировании, которое нам необходимо для того, чтобы мы могли как бы строить некие стратегии более длительные. То есть если мы хотим каким-то бизнесом заняться, каким-то делом, да, то есть надо подумать, а как он будет дальше развиваться. Вот, ну, я что-то сделал, да, что-то получил. Вот сделал, получил. А дальше? Дальше это оно само как-то будет еще дальше развиваться, да, то есть расширяться, там какие-то увеличения контактов, там еще что-то такое, ну, мало ли, что это может быть, в чем это будет выражаться. Если это, ну, как бы только как локальное действие, ну, значит, понятно, что если мы его сделали, значит, нам надо следующее какое-то действие делать, следующее. Мы, получается, все время бежим, мы как бы догоняем, как в этом, в Алисе в «Стране чудес», да, там королева говорила, что чтобы стоять на месте, надо быстро бежать. А если куда-то двигаться, да, мы хотим, то значит надо бежать еще быстрее. То же самое касается и с бизнесом.
Это всегда как бы некое непрерывное движение, поэтому если человек ввязывается в него, ну, тогда им надо выстраивать какие-то долгосрочные стратегии. То есть если мы, то есть подразумевать, что когда-то у нас будет вот этот уровень бриллианта, к которому мы потом в конце концов придем. Но и нельзя забывать о том, что мы находимся в мире не только как бы вот финансовых отношений, вообще множество всяких отношений мы вступаем в мир. И мир этот един, да, то есть поэтому вот в науке в этом плане существует два подхода. То есть мы локально как бы вот выделены в неком объекте, вот как мы находимся, например, или мы связаны со всем миром в целом. То есть есть два подхода, которые физики все время борются. Это подход близкодействия и дальнодействия. То есть есть физики, которые работают в близкодействии, например, да, то есть, но свои теории строят с позиции дальнодействия и наоборот. Вот, говорю, в частности, такой физик Фейнман, он был сторонником вот теории дальнодействия, разработал для квантовой механики там целый ряд полезных инструментов, за что получил Нобелевскую премию. Но он их разрабатывал, исходя из вот теории дальнодействия. Но они оказались, что в их, так как это универсальный инструмент оказался, те, кто использует теорию близкодействия, их все равно используют, и вот массовая она так и не стала. Почему? Ну, потому что вот эти связи всего со всем, они не очевидны и непонятно, как они работают. Вот. Хотя вот Платон еще в свое время об этом говорил, да, то есть как бы, что есть вот нечто за пределами нашего мира, как мир идеальных сущностей, которыми мы связаны, но который связывает нас со всем миром в целом, да, то есть то вот его ученик Аристотель, ну, как бы с ним начал спорить и пришел к выводу, что нет, есть только локальное. Одна вот из его теорий, помните, что вот почему летит стрела? Потому что природа не терпит пустоты. Потому что сзади, когда стрела вытесняет воздух, да, то есть воздух сзади схлопывается и ее толкает вперед. Ну, как бы вот теория такая была. Хотя потом как бы ее уже привели к некому другому соответствию. Вот. Поэтому мы можем говорить о неких функциях, которые мы хотим, чтобы у нас были в результате. Да? То есть у нас есть цели какие-то. Да? Что такое цель? Цели, которые у нас есть, это, в общем-то говоря, можно и дать определение, что цель – это некое предвосхищение событий. То есть что-то будет впереди нас, к которому мы стремимся. То есть что-то появится, как некие качества, которые нам необходимы для того, чтобы вот дальше жить. Но чтобы достичь цель, нужна какая-то функция, да, то есть чтобы было средство достижения цели, поэтому есть, может быть, объект некий, да, который нам помогает достигать, но помогает он эту функцию достигать, мы ее можем достигать только с помощью некой цели. Да, то есть поэтому вот светлицы – это, в общем-то, устройство, которое нам обеспечивает некую функцию. И в этом плане, если брать любой предмет, любой объект, любую нашу деятельность, мы все время как бы пытаемся реализовать некие функции, то есть движение к нашим целям. То есть получается, что функция – это некое качество чего-то, да, то есть позволяющее нам чего-то добиться. Ну вот, например, там, вот шариковая ручка. Какая у нее функция? Да? То есть как бы оставлять след на бумаге. То есть основное. Да? То есть, поэтому если брать эту функцию, то можно, например, было бы брать эту, ну, как бы разные устройства, да? То есть, которые у нас есть. Там перьевая ручка, она вставляет след. Да? То есть можно написать, что это что? Ну, какая функция у нее? Использовать это для описания объекта, эту функцию. Ну, черкалка, да, то есть как бы может быть. Или пачкалка, например, которая вот пачкает бумагу. В свое время, когда надо было, чтобы в космосе было чем писать, американцы вот решили, что надо усовершенствовать шариковую ручку. То есть шариковая ручка пишет от того, что есть сила тяжести, да, то есть она выдавливает нам потихонечку, двигает пасту, вот эту вот
в ручке к шарику, и шарик вот этот вот рисует вот этот след, пачкает там. А в невесомости ручки шариковые не работают. И, соответственно, как бы было множество каких-то устройств, которые бы вот в невесомости двигали эту пасту, там они там потратили кучу долларов на это дело, но все-таки такую ручку разработали, которая пишет в космосе. Вот. А потом с удивлением узнали, что наши как бы вообще ничего не разрабатывали, просто они пользуются карандашами в космосе, да, то есть как бы вот функция та же самая, да, то есть как бы, но она совершенно может быть решена по-другому. Поэтому, когда мы пытаемся какие-то функции обеспечивать в нашей деятельности, фактически мы всегда решаем некую изобретательскую задачу. То есть мы должны изобрести что-то, чтобы нам реализовало вот эту функцию нашу, для того, чтобы мы пришли к этой цели. Вот, поэтому светлицы фактически это такие устройства, которые как бы содержат эту функцию в себе некую, да, то есть функцию, которая бы нам позволила быстрее к цели достичь определенную, да, то есть создать там какие-то связи и так далее. И фактически светлица это то есть всегда, ну, как бы, что такое идеальная функция или идеальный объект? Когда объекта нет, а функция есть. Ну, как бы вот мы светлицы фактически, особенно когда трансляция, мы такую имеем характеристику, что объекта нет, а функция есть. То есть она реализует какую-то нашу какое-то качество, которое нам необходимо. Поэтому, если мы пытаемся вот, создать какое-то, там, говорим, время удачи, да, то есть с помощью энергии времени этого устройства, оно помогает нам эту энергию как бы проявить, ту, которая у нас заложена, она у нас существует, мы же ее вот, говорили в прошлый раз, что энергию нам дали фактически папа с мамой, это энергия времени, мы ее вот используем в течение нашей жизни, пока вот, но оказывается, эту энергию можно еще и создавать. Мы же можем тоже выступить, с одной стороны, в роли папы и мамы и создать какого-то ребеночка, вот, а можем создать ребеночка не обязательно вещественного, да, то есть это, опять же, может быть рождение некой мысли. Потому что одно дело, когда мысль пришла в голову, она у кого-то родилась, потом по каким-то каналам связи к нам пришла, она, может быть, нам пришла там из Бионета. Но пришла из Бионета не от того, что мы ее сами создали, а она вот где-то блуждала, потому что кто-то ее уже родил в виде какого-то, может быть, какой-то фантазии. Он пофантазировал, и это родилась, в результате этого родилась мысль. Почему он нафантазировал? Ну, потому что, опять же, мы говорим, что все, что в этом мире есть, все, что нас окружает, это всегда, ну, то, что люди, вот, например, наделали. То есть это всегда была чья-то мысль сначала. Сначала это появилось у кого-то в голове, а потом это уже стало реализовываться в виде вот уже каких-то вот объектов материальных, но обязательно каких-то несущих какие-то функции. Поэтому люди всегда пытаются с помощью объектов решить какие-то свои задачи, то есть обеспечить какую-то определенную функцию. Какая функция у какого-то объекта? Да, то есть как ее выделить? То есть, ну, возьмите что-то, качество какое-то и выбросьте. Если убрать это качество из какого-то объекта, объект имеет какую-то ценность или нет? Оказывается, если он не имеет никакой ценности, да, то есть, то вот, например, ручка, да, то есть, если вот это качество пачкать чего-то этой ручкой убрать, ну, какая у нее ценность? Ну, никакой тогда уже ценности, как ручки, у нее нет. Ну, правда, это можно что-то помешать где-нибудь там, как палочкой там или еще что-то сделать. Но вот именно как предмет, который должен писать, у него этой функции уже не будет. Поэтому тут, например, такая задача была изобретательская в свое время в Англии. Они хотели сделать, ну, вот дети берут флакончики, да, то есть как бы и пытаются достать из них там витаминки и так далее, там или еще что-нибудь, то есть какие-то могут отравиться, например, да, то есть как сделать флакончик, который бы дети не могли использовать. То есть, ну, тогда, то есть, думали этикетку какую-то. То есть, вот надо сделать этикетку, которая предупреждала ребенка, там, страшное что-нибудь нарисовать такое, то есть, как бы,
Но опять же, это не решает вопрос, потому что ребенок может не понять, что это что-то страшное, все равно взять вот этот флакончик и попытавшись его открыть, все-таки добиться этого результата и получить ненужную дозу вот этого вещества, которое в этом флакончике было. И вот решение, которое было сделать, сделали колючую этикетку. То есть ребенок берет и колется, да, то есть как бы, и вот задача решена. То есть как бы функция защиты, она как бы здесь обеспечено. То есть тут никаких слов не надо, чтобы этим пользоваться. Вот, поэтому оградили детей именно вот таким, что ребенок, этикетка такая, что она сразу же не дает ребенку этим воспользоваться. Поэтому вот задачи, которые решаются с помощью вот этого инструментария, который называется решение изобретательских задач, да, то есть существует. Есть такая теория решения изобретательских задач, сокращенно ТРИЗ. Кому интересно, может почитать о ней. Ее придумал такой писатель и фантаст в свое время, у него есть Альтшулер по фамилии. Ну, его сейчас уже в живых нету, но теория осталась. И она очень удачная оказалась. Он работал в патентном отделе, и потом я пытался проанализировать, как же вот изобретатели решают свои задачи. И на это, обобщив вот эти все теории, разработал такой инструментарий. Этот инструментарий мы будем еще использовать в наших занятиях. И, может быть, даже поэтому сделаем определенный курс вот решения задач и целей вот этими методами. Потому что методы достаточно универсальные, их можно использовать не только для решения изобретательских задач, но и задач, которые перед нами возникают в нашей жизни. Вот. Поэтому мы сегодня продолжим как бы наши фантазийные проекты, придумывать разные фантазии, потому что энергия времени подразумевает, что вы не только как бы используете рационально эту энергию времени, но вы ее еще можете создавать. То есть за счет формирования каких-то вещей, которых никогда еще не было. Ну вот какой самый простой вариант? Надо брать что-то из одного места, взять другое из другого места и соединить их вот в каком-то качестве. И у нас примеры есть наглядные, это сказки. В сказках народ много чего напридумывал. Да? И потом только через какое-то время это появляется в реальности. Поэтому вот Альтшулер в свое время говорил, что надо читать сказки и фантастические романы, потому что там мы видим подсказки в виде того, что вдруг что-то там появляется, такое, которое нас может навести на мысль, что вот это можно применить и в нашей жизни. Поэтому вот рекомендую читать побольше фантастики. И читать ее не как фантастику, что это кто-то там придумал, сказки это все, как говорят, да, то есть это, как говорят, сказка ложь давнее намек, доброму молодцу урок. Поэтому их надо рассматривать как учебную литературу, вот эти все научно-фантастические произведения, и рассматривать их именно с этой точки зрения. Есть, конечно, и хорошее произведение, написанное с художественной точки зрения, да, то есть как бы это как художественное произведение, его можно читать и наслаждаться с этой точки зрения. А можно читать как некую графоманскую литературу, но в которой много всяких интересных идей. Поэтому вот есть фантасты, которые есть генераторы идей, откуда они их берут, непонятно. Они вот, видать, тоже из интернета черпают свои идеи, а может быть еще откуда-то. Вот. И они все время генерят все время новые идеи, а потом их уже начинают обсасывать вот другие, применяя в своей литературе или в своих каких-то делах. А с точки зрения художественности книги, это может быть и не очень-то интересно. Ну, например, в частности, такой вот есть писатель-фантаст Головачев. Вот он, мне кажется, именно таким и является. То есть его художественной точки зрения они никакие, все такие однообразные по сюжету и построению, как бы. Но вот фантастических идей у него, конечно, там раскидано очень много. Особенно вот в первоначальных циклах, которые он только начинал, когда как начинающий писатель был, то там вообще вот, «Черный человек», цикл книжек есть, там еще целый ряд, там это, целая серия у него космических как раз
целую вселенную создал там на этих идеях. Вот. Что мы сегодня можем в этом плане поделать, да, с энергией времени, опять же, начиная, да, то есть, но опять же, мы будем одновременно делать это и с энергией времени, и с карточкой блага, и еще и с золотой рыбкой. Почему мы это делаем одновременно? Потому что мы как бы разные фазы вот превращения нашей ментальной энергии в материальную какую-то вот субстанцию в виде процессов или неких функций. Мы хотим, чтобы у нас это появилось. Поэтому мы как бы сразу с тремя будем работать этими структурами. Вот. И золотая рыбка у нас, как устройство для материализации, оно решает задачи согласования времен с настоящим, прошлым и будущим, так, чтобы в настоящем, да, то есть реализовалось что-то, что могло бы нам из прошлого пригодиться, да, то есть как бы, и, возможно, в будущем это нам тоже будет нужно. То есть материализация неких объектов, товаров, но так как у нас материализация в нашем мире, это не просто как бы вот вдруг раз и что-то возникло, да, то есть как бы это было бы здорово, если бы вы так умели, да, то есть как бы обеспечивать такую материализацию. Вот из ничего вдруг раз и создавать. К сожалению, пока таких технологий в явном виде нет, хотя отдельные там моменты есть, там телепортации, там телекинеза и так далее. Но так как в доступности, как бы вот в открытом доступе у нас их пока не отработано, то важно обеспечить согласование. То есть не обязательно же, чтобы мы сами смогли материализовать. Важно, чтобы нам мир мог материализовать это изделие. То есть, да, то есть, как бы, но нам-то она нужна в нужное время в нужном месте, да, то есть чтобы мы пришли и получили то, что нам надо. Поэтому множество процессов, которые в прошлом, должны быть согласованы, да, то есть как бы что-то там, кто-то что-то построил, кто-то что-то сделал, куда-то кто-то привез, чтобы мы вот куда-то пришли, а там это уже есть, да, то есть мы этим могли воспользоваться. И то же самое касается неких качеств. Вот мы хотим какие-то качества, чтобы у нас появились для каких-то решения задач. Но эти же качества, как некие функции, не обязательно должны быть нашими личными. Может быть, нам имеет смысл обращаться это как к некому банку данных. То есть мы можем к этому банку обратиться качеств. За счет чего они берутся? За счет того, что уже наработаны определенные качества, ну, например, некой группой людей. Да, то есть, ну, группа людей, которая занимается, например, эксперт-операторными взаимодействиями. В эксперт-операторных взаимодействиях наработано качество взаимодействия, например, вот как возможность, например, там, телепатии. Да, то есть, и она, может быть, нам пригодится, когда вдруг нам надо что-то понять, когда вдруг раз мысль к нам пришла, та, которая необходима. Почему она к нам могла прийти? Ну, потому что уже эта задача была решена когда-то в прошлом, как структура. И она у нас, это качество, вдруг возникает в необходимый момент. Но для этого нам нужны сетевые отношения. Поэтому у нас еще есть четвертая структура, в которой мы сейчас тоже взаимодействуем. Это структура Бионет. С этой структурой мы все связаны. Если те, кто присоединился к Бионету, к системе, да, то есть эта система что делает? Она нам усиливает наши же собственные связи с биоинтернетом глобальным, да, вселенским биоинтернетом, или с миром структур, с которым мы и так связаны, но эти связи могут, например, у нас плохо работать по каким-то причинам. То есть что-то мешает на этим связям качественно нам получать информацию. Поэтому Бионет за счет усиления, с одной стороны, этих связей нам дает, а с другой стороны, за счет того, что у нас есть еще некая группа людей, которые с этой структурой связаны. И у нас получается такая коллективная антенна, да, то есть что эта коллективная антенна, это нам бионетовская дает? Она нам дает возможность усиления, как созданием такой как бы распределенной сети, так, или некого там коллективного разума. Да, то есть, ну, как вот, если есть среда какая-то, да, которая, ну, подсвечивает нам что-то. Ну, например, Солнце у нас есть же, это как некий источник света. И он нам подсвечивает как бы в наше все пространство, называется Солнечная система. Мы в этой Солнечной системе и находимся. Она нам как бы поток энергии нам постоянно дает. Поэтому этим потоком мы можем пользоваться не только как поглотители какого-то материального качества. Там покушали что-то, и вот теперь у нас энергия появилась. На самом деле, когда берутся расчеты, то оказывается, что этой энергии
но на все процессы метаболизма не хватает. Поэтому-то и возникает ситуация, когда одни люди кушают вроде бы немного, а их разносят. Почему? Ну, они еще берут, у них есть возможность еще черпать энергию из вот митохондрий, откуда-то ее берут, и поэтому даже небольшое количество еды, которое они себе приводят, они увеличивают им массу. А есть люди, которые там вроде как все едят и много-много едят, а их никак не поправляются. То есть говорят, не в коня корм. То есть, говорят, обмен веществ такой. Да, то есть у него потому что меньше вот может он приобретать этой энергии из откуда-то вот из космоса, скажем так, или из пространства черпать через наши митохондрии. И поэтому у него получается, что он только за счет вещественных потоков живет энергетических. Они как бы все у него перерабатываются, ему уже не хватает ни на что другое. В этом плане вот женский организм, он как бы больше такое качество имеет, поэтому женщина вот с полнотой чаще всего и борется. И как бы это больше донимает. Ну, поэтому важно, чтобы у нас мы могли черпать эту энергию таким образом, чтобы мы могли и вещественную часть покушать, потому что это же вкусно. Нам же нужны не только сама еда, нам же еще вкусовые ощущения нужны, чтобы у нас вкус жизни могли ощущать мы, да, то есть поэтому, чтобы мы... А с другой стороны, вдруг в какой-то момент мы могли нужную энергию восполнить в том качестве, в каком необходимо. Но мы этим еще позанимаемся. У нас, наверное, мы еще с чашей радости такие сделаем занятия, где мы будем заниматься вот этими вопросами обмена веществ и получения вкуса жизни. Так вот, если мы говорим о вопросах материализации, да, то есть вопросах функции, то есть важно, чтобы функции, которые у нас есть, с помощью светлиц мы могли использовать те, которые необходимы. И брать их не только как личное качество, кирпичики, из которых мы можем сложить вот этот вот мир вокруг нас, а чтобы мы могли использовать вот эти функции, которые уже наработаны многими годами. И это видно, что такая наработка, в общем-то, есть, и возможна она. Ну, например, вот мы как-то тут демонстрировали вот это вот резиночки, да, световые, когда можно рукой на расстоянии, да, то есть не касаясь человека, нащупать вот этот световой его поток, как бы, да, и за него вот так вот рукой, как бы, как здесь световые резиночки потянуть. И человек начинает двигаться назад, хотя он спиной, он не видит этого, да, то есть как бы он слышит это. То есть вот это качество нарабатывалось на семинарах Бориса Сергеевича Золотова, там, в свое время в начале достаточно долго. То есть люди неделями тренировались, занимались, пока они вот начинали чувствовать вот эти вот связи, начинали взаимодействовать на вот таком бесконтактном световых отношениях. А сейчас это качество вот на семинаре, оно транслируется в течение нескольких часов. Позанимались, да, то есть как бы создали некую общность взаимодействия, прокачали эту энергетическую группу, да, то есть как бы создали связи локальные в группе, и по ним перебросили эти нужные качества, и уже с этих нужных качеств можно создавать что-то новое, как некий базис для следующего шага, для наработки каких-то новых качеств. И не надо совсем каждому тащить этот багаж с собой. То есть это качество передается как структура уже готовая, и человек ею может уже пользоваться, используя вот эти биосетевые связи. Поэтому структура BioNet, которую мы применяем, которую можно всем бесплатно использовать при присоединении на сайте биоинтернет, на биоинститут, то есть как у нас, инфоинститут, да, то есть как бы, это структура, которая позволяет вот нам такое качество применять. То есть надо информацию получить. Да, то есть как бы вот сколько множество людей, связанных с вами через бионет связи. Да, то есть как бы настроившись на вот эту вот коллективную антенну, можно получить нужную информацию. Да, то есть о чем-то, что невидимо. Сами мы не видим этого. То есть у нас это скрыта эта информация от нас. Но через вот эти интернет-связи мы можем на нее выйти и узнать об этом. Да, то есть о неких объектах, которые находятся, может быть, где-то очень далеко. Но тем не менее у кого-то, может быть, связь с ними есть, существует, да, то есть тогда у нас расширяется наше поле событий, как бы, в котором мы могли потенциально участвовать, существенно. То есть вот поэтому карта блага, она что нам делает? Она повышает мерность взаимодействия благ, расширяя тем самым поле событий. Ну и опять же, возвращаясь к структуре
энергия времени, да, то есть важно попробовать научиться с этой структурой не просто как бы эффективно использовать, да, то есть усиливая свое внимание, усиливая свои действия вот в рамках использования вот этой энергии, да, то есть как бы чтобы прокачивать свою финансовую, например, составляющую, а чтобы мы могли еще и что-то создавать новое, как новую функцию, которая нужна не только нам самим, но также вот всему сообществу биоинтернета. И те, кто с ним связан, тоже могут начать работать с этим качеством. Так, смотрите, вот опять мы возвращаемся к нашим мягким игрушкам. Ну, может быть, не обязательно мягким. Почему мы к ним обращаемся? Ну, потому что у нас есть возможность себя разотождествить тогда с самим собой и попробовать выступить вот в таком кукольном театре, который у нас сейчас здесь, кукольном театре Буратино. Сегодня у нас такой праздник. Какой праздник, кто знает? Значит, сегодня день радио. Вот, поэтому мы как бы это что? Это связь. За связь без брака. Сегодня будем мы выступать. Чтобы связность наша с миром повысилась, и мы могли этой связью воспользоваться. То есть будем создавать новые связи между чем-то одним и другим. Поэтому что мы сначала? Да? То есть мы как бы сначала давайте определим, из какой сказки ваш персонаж. Ну, возьмем известные сказки какие-нибудь, которые вы знаете, и вот попробуем назвать себя, да, вот этим персонажем. Ну, давайте, кто-нибудь начинайте тогда. Заявите о себе, как вот персонажа из какой-то сказки. Вот у меня, например, да, петушок, золотой гребешок. Царство лежа на боку. Что? Система ПВО в действии, то есть как бы, которая обеспечивает информацию о всяких катаклизмах по всей границе страны. Вот, да, то есть как бы, у кого еще какие есть, какие у нас есть персонажи для сегодня. А у меня вот, смотрите, сказка «Кот в сапогах», но это вот уже на современный лад кошка в сапогах и с другом обезьянка и Пепе. Ну хорошо, вот в сапогах, да, то есть как бы. Да. Вот какое качество у кота в сапогах было такое волшебное. Что ему сапоги эти давали? Возможность. Летал, да, по-моему, я уже не помню. Угу. Быстро бегал по воздуху. Сапоги-скороходы, да? Да, сапоги-скороходы. Сапоги-скороходы могут бежать очень быстро. Ну вот, смотрите, да, то есть у нас вот, например, есть два качества таких. Сапоги-скороходы и вот эта система оповещения, да, то есть о всяких вот каких-то странных вещах, которые могут происходить где-то там на нашей границе. Да, то есть как бы вот тогда мы можем попробовать скрестить вот эти вот качества в одну какую-то, да, то есть как бы если там есть, например, да, сапоги. Сапоги-скороходы, чтобы они были не только скороходами, но еще и системой оповещения. Потому что человек бежит куда-то там очень быстро, например, а вдруг там яма, а он уже побежал. Да, то есть надо, чтобы его что-то оповестило. Я ему сказала, да, то есть как бы стой, а не дурак ли ты? Почему? Ну, потому что ты бежишь, сломя голову, и там сейчас голову себе свернешь. Правильно? Поэтому тогда вот сапоги-скороходы, например, тогда у них еще вот дополнительное качество предупреждения о том пути, по которому ты идешь, о тех препятствиях и катастрофах, которые там тебя могут застать. Да, вот видите, мы как бы уже придумали некую, уже никакой, не было же такого ни в одной сказке, да, то есть, чтобы было сапоги-скороходы, еще вот нам такое вот качество, или, например, петушок, да, то есть, как бы, вот он, допустим, есть качество скороходов, да, то есть, как бы,
То есть петушок-то что, сидел как бы на шпиле и ничего не делал, никуда не бегал. А если он бы еще и бегал куда-то, да, то есть как бы одно дело, что ты оповестил всех, а те пошли куда-то там, долго-долго идут, потом натыкаются, и причем как бы там же не было однозначности, куда ты пошел и что там за... Ну, и просто какая-то опасность, где-то там на востоке. Побежали. Побежали и там, говорят, голову сложили. Да? То есть, помните, там пошли, смотрят они там, а там, оказывается, вот такой инкуб, шамбаханская царица. Поэтому, если бы петушок сам туда слетал, быстренько, да, по-скорому мотался и все разведал, допустим, и прибежал уже с докладом, это было бы, значит, этот петушок, чтобы он был не только оповестителем этих вещей, но и был бы еще и скороходом. Петушок-скороход. Царевна-лягушка. Вот царевна-лягушка. Ну, у нее какое качество, давайте его возьмем. Волшебное качество царевны-лягушки. Трансформационная. Угу. Она может перевоплощаться из одного состояния в другое. То есть это качество берем. Трансформация. То есть она из лягушки превращается В королеву. Принцессу. Царевну. Царицу. Царевну. Да? Вот. Хорошо. Ну, давайте кого-нибудь еще возьмем. Кто давайте там заявит о себе в этом каком качестве есть. А вот у меня есть конек-горбунек. Конек-горбунек. Но у него какое качество у конька было? Ну, он скороход, например, на нем можно летать и как-то вот так вот. Потом он, верно, он приведет туда, куда надо. Мало того, что приведет, еще туда, куда надо. Вот. Ну, давайте какое-нибудь одно качество возьмем, то есть которое вот вы считаете наиболее важным у конька. Ну, до цели доводит. М? Ну, вот он может довести до цели. То есть путеводитель. Да, ну где-то. То есть навигатор. Да. Компас. Функция навигатора у него, значит, есть у конька-горбунка, да, то есть как бы, ну хорошо, давайте их будем скрещивать как бы тогда. Вот мы как бы тут пытаемся скрестить конька с лягушкой. Что же у нас получится в результате? Какой у нас зверь получится в итоге, да, то есть как бы лягушка, что? Лягушка-путеводитель, да, или как? Или конек путеводитель-трансформатор. То есть ты идешь по пути, еще и по дороге трансформируешься. По одному пути пошел, в одно превратился, по другому пути пошел, в другое превратился. Или как? Ну давайте пофантазируем. То есть включайте микрофон. Микрофон. Это ваша уже задача тут пофантазировать. Вот есть у нас Наталья и Оля. Что-то Оля у нас задумалась. Да, что-то я задумалась. Вот это что? Вот это качество фантазирования, потому что мы, если хотим использовать энергию времени для того, чтобы у нас появлялось новое время жизни, значит, да, то есть это вот надо учиться фантазировать. Научная фантазия. Давайте вот возьмем какое-нибудь научное качество той же лягушки. Да, то есть как бы, или вот научное качество, которое мы взяли у конька. Ну вот мы пока взяли такое, вот эти два качества, да, то есть путеводителя. То есть он на самом деле не только по пути ведет, но, наверное, и рассказывает всякие интересные вещи про эти пути. То есть поэтому лягушка уже может стать, да? То есть, ну, включайтесь как бы. Ой, что-то я это, да, торможу. Как-то так мозг прям это взрывает. Куда-то просто... А лягушка же она может еще как бы с замиранием, засыпанием, ну, то есть у нее же еще период такой вот активный и выживаемость. Ну, она как бы спала, то есть смысл в том, что она спала, потом она раз и трансформировалась в царевну. Да, ну смотрите, а что являлось ключом-то для трансформации? Поцелуй. О, видите, поцелуй. Значит, разжигание огня. Да, вот, любовь. Да, ну вот поэтому конек взял и поцеловал лягушку.
И что стало с лягушкой после этого? Во что она трансформировалась? Она превратилась в царицу. Не, ну царица это понятно. Давайте вот какой... Она Какое у нее взяла себя... качество? Что? Что какое качество от конька она взяла? Любовь, огонь. Что? Не, Какое? ну мы сейчас уже у нас путеводитель, да? Вот А, это качество, да? путеводительное качество? Да. Что в результате получилось? Кем она стала тогда? То есть Ну, она через... ведет, Наверное, ведет там. аудиогидом, наверное, стала. аудиогидом. Да, или просто гидом, да, то есть как бы она вот умеет подключаться куда-то и вести по пути, да, то есть уже не просто как бы она По высокому пути. да, по пути трансформации, Да. уже стала других проводить туда. То есть, видите, то есть то сама была, трансформировалась, а тут она может кого-то взять и провести. И по этому пути тоже трансформировать. Ну, например, такое качество, да, то есть трансформатор будет. Кем, говорит, у тебя папа работает? Трансформатором. Так как? Ну, говорит, получает 220, домой приносит 127. На остальное... Вот. Поэтому у нас лягушка стала гудеть. Стал трансформатор, который она теперь может кого-нибудь взять, по какому-нибудь пути провести, и тот трансформируется в определенном качестве. Вот у нас, видите, появилось качество трансформации на пути. То есть будет повышать свои вибрации, гудеть и вместо 220 выдавать тысячи и миллионы. Да. Человек, попадая в ее поле, начинает трансформироваться. Она его ведет куда-то, а он, пока дошли до куда-то, раз, и уже это совсем стал другим человеком. Даже сами не поняли, куда идем. Но обязательно надо ее поцеловать. Если не поцелуешь, не ведет. Ну, то есть кто должен кого поцеловать? Ну, тот, кто хочет, чтобы его вели, да, то есть, как бы, если у нее качество есть такого путеводителя-трансформатора, значит, ее надо же включить. Значит, вот, включаем, поцеловали, да, Включаем, поцелуем. да, и пошли. А выключать каким качеством будем? Поглаживание. Еще раз поцеловали. Хорошо. Так, ну хорошо, давайте еще кто-нибудь, какие у нас есть качества, давайте. Так интересно. Оксана, давайте, что у нас тут? Медведь. Медведь. Медвежонок, да, накопитель ресурса определенного. Он любит спать, может быть, через сонную реальность. Аккумулятор для сонной реальности. Да? Да. Да. Такое качество у него, да? Так, ну, кто еще выступит, ну, с какой игрушкой? Давайте с каким-нибудь тоже фантастическим качеством, чтобы слышнее было. Это слоник из Маугли, его зовут Хатхи, и у него такое качество есть. Он своим хоботом чувствует, знает, где находится пища за сотни километров. Вот, у него такая ситха. Знает, где там что-то пищит за сотни километров. Хорошо. Ну, то есть, как бы, вот поисковик ресурса, скажем так, да, то есть, как бы, тоже, видите, тоже с ресурсом связано. То есть, там накопитель ресурса, да, то есть, как бы, а здесь всего поисковик. Поэтому, если мы их скрещиваем, да, то есть, то что у нас получается? Саша, давайте так. Вот у вас есть вот этот вот поисковик ресурса, а вот вам еще аккумулятор дает. Ну, аккумулятор. Ну, поисковик, он и так как бы знает, где лежат вот эти вот аккумуляторы, и он просто напрямую всегда направляется к этим аккумуляторам, вот, и между собой их связывает и объединяет, и тогда получается такая общая аккумуляторная сеть определенного ресурса, определенного качества. Вот. И там уже дальше, кому нужно, тот подходит и берет себе столько, сколько может унести за один раз. То есть, ну, это же сетевой, как бы, такой. Ему даже, может, никуда-то ходить не надо. Он, как бы, по сети может перебросить сколько надо ресурса.
Да, сколько надо ресурса, сколько надо нужных идей, вот, и сколько надо нужного настроения. Так, хорошо. Ну, давай, у нас один вариант есть, да, то есть это у нас слон стал таким. А теперь у нас вот есть вот этот Мишка, да, то есть у него прибавилось у Мишка, и он теперь может родить еще какую-то идею, да, то есть как бы вот как аккумулятор ресурса, да, в сонной реальности причем. Он может еще теперь что там его искать в Он этой. реально, да. И что получается? Давайте пофантазируем. Через сонную реальность Мгм. добывать ресурсы для жизни. Кому? Себе или для кому-то? И не только себе, для близких и тот, кто в его окружении рядом находится. Может быть, даже по каким-то, по определенным качествам. То есть, как французы говорят, кто спит, тот обедает. Мгм. Ну, то есть, что получается, да? То есть, как бы он в сонной реальности, то есть из сонной реальности накапливает ресурс. То есть, ему даже никуда бегать не надо, да? То есть, как бы он его, там, тем более, там его теперь, у него качество есть, что он знает, где его искать. Мгм. Поэтому он в этой из сонной реальности что может делать? Но опять же, с ресурсом связано, да, то есть как бы тогда он подтягивает ресурс из сонной реальности и передает его тому, кому надо, да, то есть как бы вот то, как бы совмещаем то, что Саша наговорил, да, то Да, есть, да, да, то есть как бы, но только его уже распространяем не только на реальность, но и на сонную реальность. на сонную реальность, да. То есть в То есть, разных реальностях. да, и там обмен ресурсами гораздо проще осуществить, чем в этой реальности, потому что Да. ничего никуда не надо тащить. Быстрее. Мгм. Там только подумал, и оно уже вот оно у тебя есть. Поэтому вот у нас, видите, какое еще новое качество появилось, сетевое. То есть можно через сонную реальность искать каштаны к себе из огня. Где-нибудь огонь увидели с каштанами, и ну их спишь, а каштаны у тебя уже есть. В норке. Таскать каштаны в норку. В норку, да. Вот. В берлогу в свою. Вот. Глядишь, оно проснулся, оно у тебя уже есть. Ну, то есть, потому что через сонную реальность есть возможность решения задач в таком усиленном, вернее, как бы не в усиленном, а то есть структуру проще, там, на структуру нужно настроиться проще, потому что там связи легче образуются в сонной реальности, вот, чем если это еще там, видите, как бы появляется технология обеспечения сетевыми ресурсами в этой сонной реальности, да, то есть, то тогда, причем на аккумулирование их, да, то есть, как бы ты не спишь, а на самом деле набираешь определенный вес в этом деле, то есть у тебя как бы появляется некая энергия, некая еда, пища и так далее, то есть как бы твои митохондрии набирают уже энергию на раз, причем это можно делать, наверное, уже моргая. Только моргнул, глаза заснул на секунду, проснулся, а уже энергия поступила. Это еще как Архимед сказал, по закону Архимеда после вкусного обеда нужно полежать. Полагается поспать. Вот. Полагается поспать. Отлично, да. То есть у нас еще и Архимед подтверждает эту истину. Так, ну хорошо, давайте у нас следующая пара. Кто у нас? Включайтесь со своими сказочными персонажами. Но это как бы вы не забывайте, что это вы себя отождествляете, как бы это вы и есть. Да, то есть как бы, потому что у вас вот есть некое волшебное качество. Через вашего персонажа вы настраиваетесь на его проявление вот в сказочной реальности. Кто у нас скажет чего? Включайтесь. Вот Наталья, давайте. Как самочувствие, кстати? У меня был тоже медведь, и я его поменяла на тюленя. Ну, тюлень может жить в воде и не боится холода. Угу. То есть это такое качество, значит, выживаемости в низких температурах. В воде. Да, и в воде, ну, может быть, и даже в другой среде. То есть, ну, мы как бы так расширяем. Не просто вода, да, то есть, а мы говорим, вот можно в разных средах
при разных температурах существовать. Так, хорошо, давайте дальше. Какое качество мы возьмем у другого зверя? Или персонажа, не обязательно зверь, это может быть тоже какая-то. Вот у нас черепаха появилась. Вот черепаха, да, у которой хранится золотой ключик. Мгм. Вот золотой ключик, он может открывать любые дверцы Мгм. в любые реальности. И вот хотя бы с этим медведем, да, Мгм. вот интересно взаимодействовать будет. Значит, Это черепашка... тюлень у нас. тюлень, Да. простите. Ну, Да. качество, мы берем качество. Мы как бы нам не сам персонаж важен. Да. У нас можно в разных средах и в холоде быть. Да. И что там? Да. И вот эта черепашка может своим золотым ключиком предложить ему попасть в другую реальность и попробовать не только в холоде выживать, но и в какой-то жаре, при высокой температуре попробовать. И вот, может, у него это тоже может получаться. Мгм. То есть большой диапазон температур выживаемости. Но это вот тюлень дает нам, да, то есть черепашка Да. дает возможность прохода, да, то Да. есть в этой реальности. А Да. там может быть некомфортная ситуация, да, то есть как бы туда зашел в реальность, а там холодно или жарко. А тюлень нам дает качество выживаемости, да, при разных температурах. Поэтому Да. проходить через все реальности, в которых раньше бы не выживали, а теперь можем выжить. То есть, как бы, вот, ну вот, качество, значит, у нас получается, значит, качество, функция выживания в иных реальностях с иными температурными диапазонами. Отлично. Так, у нас, значит, вот у нас скрестили, да, то есть, что у нас выходит там, если мы как бы дальше, ну, оттолкнемся от тех персонажей, которые у нас уже были, значит, у нас есть возможность, да, то есть в реальности двигаться по разным реальностям, вот у нас ключик есть, открывалка для этого дела, да, то есть там можно выживать при разных температурах, да, то есть искать там ресурс в нужном количестве, то есть как бы у нас обеспечивается ресурс и питательный, и аккумуляторный, то есть можно его накапливать. Даже в тех реальностях, в которых раньше мы не выживали. Да, то есть как бы вот. И нас все равно там будут целовать и приветствовать, потому что мы принцессы, которые могут вести по пути трансформации. Поэтому даже вот в этих качествах, в этих реальностях, в которых у нас нет невозможности даже выжить, мы все равно будем трансформироваться в нужном направлении, и наши принцессы нас не дадут там в обиду. Проведут все равно, потому что они проводники теперь по любым реальностям. Хорошо. И причем это очень быстро можно делать, потому что у нас вот есть качество стремительности, вот, которое у нас кот в сапогах нам дал, да, то есть как бы и качество оповещения о всяких угрозах, которые у нас есть в Photoshop. Поэтому даже мы движемся по этим реальностям, мы знаем, куда можно, а куда нельзя. То есть вот туда можно, сюда нельзя. И это нам вот, как бы, вот уже насобирали множество качеств, да, то есть как бы, давайте дальше. Кто у нас еще может подключиться с этим рассказом? Кто у нас готов Давайте, включиться? можно попробую? Да, давай. Это Иви, японский, сейчас попробую, японский, тот самый, как его, персонаж, но будем считать, что он может управлять погодой, то есть управлять как бы, то есть сделать, если было холодно, то есть чтобы более благоприятно было. Вот, то есть как бы он на самом-то деле он может как бы быть и водным там, то есть он эволюционирует, но мы будем считать, что он может управлять погодой, то есть сделать более как бы благоприятный, то есть если, например, дождь, то... Как его зовут еще раз? Иви. И Киви. Иви, 3 буквы, И. Иви. Это просто японский покемон, тут плохо видно, я попробую. Да. Больше Но он зверя крылышками, нет. что ли? Он летает? Нет, он маленький, ну как бы не летает, он типа такой пушистенький, может быть там Хорошо. Так, кошка, лиса, там что-то подобное. так, кто у нас еще теперь Не летает. персонажем? Не видно, наверное, ничего. Люда, у вас там есть персонаж какой-нибудь? Тоже маленький.
А меня я вот могу как- обезьянку. Нет, Ага. сейчас у нас, подождите, Людмила еще не говорила, давайте ей дадим слово. У меня есть пегасик. У Как? него вот такие пегас. Пегас. О, У вот. него вот такие крылья есть. Качество летания появилось у нас. Да, он просто летает везде и всюду. Во всех галактиках, во всех средах. И налаживает контакт между галактическими, в галактическом союзе, имеет такой контакт с галактическим союзом и может передавать все качества, которые есть вот у нас где-то в разных ипостасиях, везде в разных созвездиях, в разных галактиках. Он может передавать на крыльях эти качества, приносить в любое другое место, ну, например, к нам на Землю. И Хорошо. эти качества передавать, в общем, всем нам. Вот такой вот он чудесный. Сборщик качеств. Да, он Хорошо. чудик Ну, такой значит, давайте чудесный. теперь соединяем его качествами вот этого вот покемона, Иви. Что там у нас за главное качество? Качество. Ну, он погоду делает. Погоду, как бы. да. Погоду. Да, он делает прекрасную погоду. Но вот когда погода будет чудесна, у пегасика будет замечательное настроение летать везде и всюду. И приносить побольше всего интересного в нашу жизнь. Вносить в нашу жизнь много чего-то интересного, чего мы раньше не знали. Потому что, вот учитывая, что в тот раз мы получили так много нового интересного, вложили в нас какие-то новые информационные такие системы, то вот то, что у нас еще нет здесь, это будет все приноситься к нам сюда и здесь воплощаться, которое будет как бы таким технологическим прорывом на нашей Земле. То есть у нас получается, что у нас есть связь с Галактическим Советом, да, то есть Да. с банком качеств, да, то есть еще и погоду делать. Причем можно погоду делать для Галактического Совета, наверное, не только ж в одну сторону, не только Чтобы для... у них тоже настроение было хорошее. Да, то есть погода... Мгм. Понятно. Значит, что у нас, как бы, если мы подведем итог, качество всепогодности, то есть он может летать в любую погоду, Да. потому что она для него всегда будет хорошей. Вот. Да, Иви будет делать для него хорошую погоду, а он будет выполнять еще лучше свои возможности, которые ему присущи. Это всепогодность, это значит, ну, некое качество, что мы, как футболистов, матч состоится в любую погоду, значит, да, то есть мы как бы независим от качеств времени тогда получается, да, то есть как бы у нас время благоприятное, погода у нас нам благоприятствует, и значит, это значит, у нас мы попадаем в благоприятное время, и поэтому мы можем этим временем распоряжаться, набирая нужное качество, набирая нужные ресурсы, да, то есть как бы что там еще важно у нас, какие там качества, давайте обобщим. Ну, вносить новые технологии, которые будут прогрессировать у нас здесь, на Земле. Открываем дорогу в новые реальности, да, то есть которые даже мы не выживали, мы будем выживать, потому что у нас там запас есть по температуре куда угодно. Значит, дальше мы можем... Ну, если качество вложить, и ты можешь удерживать любую температуру, независимо от того, какая температура будет, либо опускаться на Земле, но тебе будет комфортно при этом очень жить. Все равно. Да, но она, видите, какая ситуация, так сказать, для одних это комфортное состояние, а других некомфортное. То есть одному надо такая погода, надо, чтобы дождичек пошел, потому что пить хочется, потому что это растение ему его необходимо. Человек другой хочет, чтобы солнышко светило, да, то есть поэтому вот вопрос, как согласовать вот погоду для всех других, чтобы для всех она была хорошая. Поэтому как бы вот, скажем, качество согласования погоды для всех в сети, кто находится, да, то есть как бы с теми, кто является носителями тех качеств, чтобы у них у всех была замечательная погода. Да, то есть, как бы, чтобы мы не делали погоду всегда одинаковой, а она была нужная в нужный момент. Потому что же, как говорится, поется... Каждая погода – благодать. Да, каждая погода – благодать. Нет плохой погоды. Да, нет плохой погоды. Но качество делания погоды, да, то есть, например, это хорошо, потому что есть возможность, например, целоваться в хорошую погоду.
с Да. принципами. И с принципами, да, то есть, например, там, то есть тогда, а то же, если вдруг дождь пошел, а тут как ты будешь целовать эту принцессу, если она вся мокрая, да еще и лягушкой обернулась. Поэтому важно, чтобы трансформация происходила таким образом, чтобы она была в нужное время стремительно обеспечена ресурсами необходимыми и в сонной реальности, и в яве, и это не зависело ни от какой температуры, ни от каких внешних условий. Да? То есть всегда прекрасная погода, и все это всегда радует сердце, потому что мы имеем возможность открывать нужные миры в нужное время, в нужном месте. Ну вот видите, что мы нагородили, как бы, тут всякого разного. Да? То есть, ну замечательно. Спасибо. То есть это вот как бы качество такого волшебного конструирования. Вот если у вас появилась где-то какая-то на горизонте неудача, вы что-то волноваться начали там по какому-то поводу, то есть что-то переживать, вот, возьмите себе какого-нибудь сказочного персонажа и пофантазируйте над ним, чего там, какие вам качества не хватает там и так далее. То есть важно занять себя некой творческой деятельностью. Вот энергия времени – это карточка, которая будет вам помогать выходить из таких кризисных ситуаций за счет создания нового времени, когда вы под свою задачу, под свою цель подтягиваете нужную функцию. Да, то есть, как бы, тогда она становится универсальный такой функционал, да, то есть когда эта функция для вас будет, ну, как бы рождаться. То есть понятно, что к этому надо будет учиться, то есть с точки зрения чего? Ну, нарабатывать некий опыт. Потому что мы как бы вот тут нагородили, как бы определенная структура сформирована такого вот взаимодействия фантазийного. Вот. Но эту фантазийность надо проявлять в своей жизни. То есть пофантазируйте, то есть что будет, когда все будет замечательно с вами. Когда ваша задача будет решена, а что вы будете делать, например, после того, как задача решилась? Ну вот все задачи взяли и порешались. И нет ни одной задачи, которая бы перед вами стояла. И что вы тогда будете делать? Ну, вот тоже интересная такая тема. Имеет смысл с этой, как бы вот, ну, то есть мечта, да? То есть у каждого есть своя какая-то мечта. Ну вот важно, чтобы мечта-то, она двигала нас куда-то вперед, да, то есть, а вперед мы можем двигаться, когда у нас будет возможность фантазию свою развивать, потому что вы в каких-то ситуациях сможете тогда вдруг вот взять какое-то одно качество, еще что-то, да, с чем-то соединить, что-то скрестить, пофантазировать на эту тему, и вот, включаясь в этот творческий процесс, выскочить куда? Ну, в другую реальность на самом деле. То есть, если мы говорим, что реальности все время ветвятся с точки зрения Аверета, да, то есть, как бы все время мы блуждаем по каким-то реальностям, хотя этого сами не замечаем, мы можем выйти из той реальности, где у вас есть какая-то проблема, и которой вы себя отождествили. То есть, если вы о чем-то начали мучительно думать, о чем-то волноваться, значит, вы кто? Вы тот, кто волнуется по поводу вот этой вот проблемы. Правильно? Ну, то есть, как бы, ну, возьмите тогда какого-нибудь персонажа, возьмите какую-нибудь игрушку и с ней поиграйте, то есть, как с куколкой, да, то есть, как бы, вы теперь вот эта вот игрушечка, вы теперь с ней, это вы, и вы теперь что делаете? И вы начинаете фантазировать, что вы тут делаете, то есть, как бы, как вы решаете, не то, что вы решаете, даже можно на эту тему и не задуматься, чтобы она вас не тормозила, а просто вот сделайте некую фантазию, которая бы вам была самим приятна. То есть здесь важно не просто как бы начать мучительно фантазировать, и на этом напрягаться, я сейчас такое, как-то что-то не идет, о, как же мне это сфантазировать, да что же вот это такое, как не получается. Нет, в этом плане надо как раз идти, вот, нащупать вот этот поток, который вас понесет, и ваша фантазия вам начинает нравиться, вы нагородили. Если есть еще слушатель какой-то, ну вот вы ему наговорите. Попробуйте на ком-нибудь сначала потренироваться, порешайте их задачи. То есть не свою берете задачу, свои сложно выбирать. А человек сидит, хандрит, что-то мучается над чем-то. Вы с ним говорите, о, давай вот тут поиграем. И поиграйте вот какую фантазию там.
нарисуйте ему прекрасную фантазию. Глядишь, у человека улыбка до ушей, потому что ему станет уже не до его проблемы, а она также и рассосется. За счет чего? За счет того, что вы энергии времени добавили. Не за счет своей энергии времени, которая у вас там как некий ресурс, а за счет как бы привлечения вот этих внешних качеств, которые теперь можно для решения этих проблем привлекать. То есть вопрос еще масштабирования, вот опять же обращаясь к нему, что вы подумайте, вот вы что-то делаете, да, то есть как вы сможете вот то, что вы делаете, как бы попробовать расширить это дело, какие стороны вы могли бы двигаться, чтобы ваше дело расширялось за счет вот привлечения, может быть, каких-то новых качеств. Вот на самом деле светлицы – это как раз вот такая квинтэссенция неких качеств. Эти светлицы можно использовать, опять же, как носители качеств вот в вашем деле. Или это для людей, которые этим делом занимаются, или это вот тот товар, с которым вы имеете дело, можно их совмещать каким-то образом, да, то есть поэтому, если вы сами не знаете, как совместить, ну, давайте обсудим, можем придумать, как это делать. Вот мы тут с Оксаной обсуждали пару дней назад, как можно там применить в ее сувенирном производстве. Вот. Поэтому вот как вариант поищите, вот, например, пофантазируйте, как можно светлицы применить для себя или для других. Сформировался кристалл при взаимодействии светогенератора, трансформирующий событийный ряд. Ну вот, видите, все-таки какой-то у нас кристаллик получился. И этот кристаллик можно использовать для своей жизни. Важно, что важно здесь, что вот есть такой смертный грех, который называется уныние. Важно от него уйти, чтобы он нас не тормозил. Да, то есть, да, стало где-то грустно, там, вот, и проблема какая-то мучает, не знаешь, как из нее выйти. Да возьми ее вот и... Ну что, давайте тогда попробуем опять вот то, что у нас вот этот кристаллик мы сформировали, да, то есть вот у нас много мы что наговорили сейчас, да, то есть у нас получился некий определенный сборник определенных каких-то вот качеств, смыслов и так далее, да, то есть как бы теперь мы можем что сделать? Мы можем попробовать в движении, да, световым своего тела, души и разума, да, то есть как бы это отобразить, то есть уже выступить в качестве системы отображения вот этой вот структуры, но уже в виде, ну, может, пантомимы, если кто как, может быть, это просто какое-то движение определенное. Значит, тогда что мы сейчас будем делать? То есть, как бы, вот у вас есть вот эти ваши игрушки. Да, то есть, как бы вы с этой игрушкой попробуете ее вот в тех фантазийных рядах, в которых мы с вами были, да, то есть, как бы подвигаться вместе с ней. Да, то есть, как бы вот то она у нас вот летит, как этот Пегас, то она, значит, у нас накапливает где-то там, аккумулирует что-то там, то у нас вот там быстро бежит когда-то там, как бы как в сагах с проходом. Вдруг где-то там надо вот что-то, оповещение какое-то сделать, всех оповестить и разбудить. Может быть, надо что? Открыть проход куда-то, да, то есть берем, открываем золотым ключиком и там, ну и так далее. То есть как бы вот у нас много, как бы есть разных персонажей, в которых мы сейчас можем пожить разной жизнью. Да, то есть как бы мы тогда сейчас берем и начнем двигаться, можем с игрушкой. Если чувствуете, игрушка мешает, отложили игрушку, подвигались без игрушки, да, то есть можно взять еще какой-то предмет, с ним подвигаться, то есть, или игрушку соединить с каким-то, вот игрушка есть, а вот модем, да, то есть вот она у нас игрушка с модемом, моделирует какое-то средство, то есть еще что-нибудь, то есть сейчас у нас как бы есть возможность фантазийность проявить в своих движениях, да, то есть и сфантазировать вот это движение. Важно здесь попробовать не зацикливаться, как бы вот мы иногда бывает, что начинаем двигаться, да, как и попадаем в какой-то цикл, начинаем однообразное движение делать. Кажется, что мы вроде бы что-то делаем, но поэтому вы как бы с одной стороны вы делаете движение и слушаете, как идет тело, а с другой стороны вы как бы со стороны одновременно наблюдаете за собой. Если вы видите, что оп, пошло повторение, ага, раз, слушайте, как можно, что можно поменять, каким образом можно дальше куда-то продвинуться. И вот это ощущение
внутренние как бы вот игры с этими персонажами, ну, как бы сохраняем. И интегрируем это в каждом, вот эти все качества, о которых мы говорили, пытаемся сейчас интегрировать в себе в едином каком-то вот сплаве, да, то есть нам надо получить вот этот сплав, этот кристаллик, чтобы он в каждом выкристаллизовался и стал уже как некой частью вот этого вот обменного механизма качеств. Ну, хорошо. Попробовали. Подвигались. Может, еще у нас участники появятся дополнительные, и, глядишь, нам удастся выйти еще на следующий уровень вот, организации этих отношений, с тем, чтобы вы могли еще глубже и шире применять. Ну и, опять же, подумайте, как можно светлицы использовать в вашем деле, в вашем бизнесе, в ваших каких-то проектах творческих, потому что нет, я считаю, ни области, в которой бы нельзя было применить светлицы, структуры в ту или иную. Если вы сами, говорю, не можете придумать, как это у себя применить, то давайте будем индивидуально пообщаемся и придем к какому-нибудь мнению и наметим, может быть, какой-то совместный творческий проект, который позволит вам выйти на какой-то другой уровень самореализации вот, в вашем деле, может быть, в бизнесе, может быть, вот в каких-то финансовых поступлениях. Ну, если все за, тогда я сейчас буду писать объявление. Поэтому давайте на сегодня у нас День радио мы отметили. Вот, теперь будем готовиться к Дню Победы. Поем песенку. Ку-ку. Ку-ку. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай, да, кому-то бай-бай. Всем спасибо. Спасибо большое всем участникам. Очень Спасибо. приятно было Спасибо. пообщаться. До свидания. Да.